Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой свободный летний джемпер, знаете, таким красивыми чередованиями полосочек, да, такой непростой подход с выдумкой. Одна из полосочек у нас имеет ажурный узор в виде таких красивых ромбиков небольших. Узор несложный, довольно простой. Могу этот джемпер, поскольку здесь много лицевой глади и очень простая выкройка, порекомендовать для начинающих вязальщиц и вязальщиц, имеющих небольшой опыт вязания. Да? Так, и, в общем-то, все, что вы видите у вас перед глазами, считаю, этот джемпер подойдет на любой размер. У нас будет составлять сегодня описание с 44 по 56 размер. Вот такой большой охват я взяла размеров, потому что считаю, что красивый джемпер, и думаю, будет смотреться интересно, несмотря на горизонтальное расположение полос, все равно он будет интересный, он будет красивый и будет привлекать внимание вот своей такой вот какой-то изысканностью, я бы сказала так, тонким таким интересным дизайном. Итак, мои хорошие, давайте с вами по порядочку выбор пряжи посмотрим, спиц, затем порассуждаем на тему его каких-то дизайнерских моментов, посмотрим выкройку и примемся вязать образец узора, чтобы определить нам плотность и затем сделать все расчеты, составить инструкцию на все эти размеры, которые я сегодня вам озвучила. Итак, приступаем к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, девочки, смотрите. Значит, вот так выглядит наш образец. Из тех ниточек, которые я подобрала, все ниточки у нас будут Yarn Art Jeans использоваться. Вы, наверное, кто уже постоянно смотрит, вот так она у нас выглядит, ниточка. Хорошие очень скруточки. Так, и вот так выглядит наш узор. Ажурная часть у нас розовая идет, и лицевая гладь у нас идет синий и бирюзовый цвет. Да? Сейчас я вам цвет назову. Значит, в пряже, кто не знает, 50 грамм 160 метров, 55% хлопок, 45 полиакрил. Бирюзовый цвет у нас 76. Синий цвет я использую 17 колор. И розовый цвет у нас будет с вами использоваться 20 цвет. Вот такой розовенький. Вот они у нас все наши клубочки. Такие. Вот так выглядит. И узорчик, да. Так, и давайте посмотрим схемочку. Очень простая схемочка. Вообще, в принципе, этот джемпер буду рекомендовать начинающим вязальщицам, поскольку совсем он прям-таки у нас простенький. И в то же время довольно красиво, эффектно смотрится. Схема у нас узора вот так выглядит. Нашего ажурного узорчика. 10 петелечек у нас раппорт и 2 средов в высоту раппорт. Смотрите, у нас 5 петелек справа идет и 6 петелек слева от раппорта. Именно так у нас будут располагаться с вами узоры, и на любой размер мы их будем именно так располагать. Для симметрии один из раппортов делится пополам. Вот. Такая особенность вязания. Условное обозначение у вас перед глазами, я их даже не буду сейчас озвучивать, да, чтобы не занимать время видео. Давайте далее пойдем. Выкройка. Вот так выглядит наша выкройка с вами. Довольно такая она у нас простая. Самая большая сложность вот этот скос. Вот. О котором я сегодня вам расскажу.
И я думаю, что все вам станет понятно довольно-таки, как его сформировать. Все петли, все ряды, которые у нас будут встречаться в описании, я сегодня подробнейшим образом обосную в конце видео, где мы делаем с вами расчетную часть. Я рисую вам, как располагаются узоры, да, почему именно столько петель мы набираем, для чего мы применяем вертикальную плотность. Объясняю еще разочек. Вертикальная обязательно нужна, потому что после стирки изделие вытягивается. И вот чтобы этого неприятного момента избежать, применяется вертикальная плотность, которую мы заранее учитываем при вязании. Так, ну и в общем-то давайте про описание. Такая вот у нас с вами будет сегодня картина в описании. На ваш... Ой, нет, ушло. Итак, размеры 44, 46, 48, 52 и третий размер 54, 56. Расход пряжи у нас будет 3 цвета использоваться. Соответственно, будет около 150-200 грамм бирюзового цвета. На рукава у нас идет исключительно розовый цвет, поэтому на рукава розового. Поэтому с учетом вот этого большего расхода на пряже нам понадобится 200-250 граммов розового цвета. И синий у нас 150-200 грамм тоже. Это ориентировочные цифры, сразу предупреждаю. Так, у нас будет с вами планочка вязаться по низу изделия и по рукавчику, да, и поэтому резиночка 2 на 2 начинается с синей пряжей, набирается вот это количество петель, которые вы видите перед собой, 100, 112, 120, да, и потом равномерно в последнем изнаночном ряду прибавьте, девочки, равномерно, это значит через равное расстояние, через равное количество петель, да, прибавьте вот те петельки, которые я вам указала, чтобы довести нам наши петельки до того самого правильного расчетного показателя. Так, и последовательность полос. Смотрите, будем менять с вами пряжу. Начинаем так же, как и планку синей пряжи, да, и затем переходим по 20 рядов. У нас получается раппорт розовый, вот этот ажурный узор тоже 20 рядов, да. По 20 рядов у меня получалось чередование вот этих полос. Лицевая гладь и ажурный узор по схеме. И в конце, из-за того, что размеров у нас много, там разное. Идет количество бирюзовой пряжи на маленький размер у меня осталось по нашей плотности вертикальной 10, для второго размера 14 рядов и для самого большого размера 18 рядов. Вот такой вот у нас с вами получается расклад с учетом вертикальной нашей плотности рассчитанной. Так, ну и, в общем-то, все это вы прямо вяжете. Затем, как я уже сказала, скос плеча у нас предусматривается. Я подробно расскажу вам, почему именно такое количество петель в расчетной части, когда мы с вами... Посмотрите конец видео, там я объясняю, почему такое количество петель мы закрываем последовательно. Так, и все потом мы закрываем петельки по вырезу горловины. Все тоже объясняю, откуда взялись эти петельки и почему они закрываются. Потому что пришла их пора. Так, перед вяжем как спинку. Рукавчики мы тоже самое начинаем с резиночки вязать. Рукава только розовой пряжей вяжутся. Также прибавляем петельки и также выходим на ажурный узор. Ажурный узор я вам показала, как располагается, да, такая вот у него особенность. То есть по центру мы вяжем полные раппорты, крайний раппорт разделяем пополам, да, и вяжем половиночку в самом начале, половиночку в конце. Здесь везде это применяется, девочки, везде. Вот так просто для симметрии заложено, как бы, да. Так, и далее все петельки тоже у нас очень простой крой у рукава, даже скоса нет. После того, как мы с вами все это свяжем отдельными детальчиками, мы отпариваем изделие и выполняем плечевые, боковые швы, втачиваем рукава. Все.
Это очень все просто. Как осуществить сборку рукав вообще в веле. У меня есть видео, я тоже его ссылочку размещаю сейчас под видео, там, где у нас будет вот это описание. Кому интересно, как я делаю шов, как я, в общем-то, втачиваю рукав, как обвязать вырез горловины. Ну, в этом случае, в этом джемпере мы ничего не обвязываем, но я просто рассказываю на будущее. Если кому интересно, кто интересуется, можете посмотреть, как это обычно делаю я, но за некоторым исключением. Итак, у нас с вами ажуром будет вязаться только розовая ниточка. Но я для, так скажем, чистоты нашего эксперимента уже синенькой тоже связала лицевую гладь. Поэтому, кому интересно тоже, так же, как и я, следовать моим примерам, свяжите, значит, несколько рядов лицевой глади. Я набирала 43 петли, можно, конечно, поменьше. Раппорт у нас составляет 10 петель в ширину. И по 5 петель у нас будет вот справа, 5 петель, 6 петель слева добавляться. По центру нужное количество раппортов будет идти. Таким образом построено, значит, мы один раппорт делим пополам. И у меня получается будет 4 раппорта, 1 петля для симметрии плюс 1 и 2 кромочные, итого 43. Конечно, возможно, это много. И достаточно будет, например, 33, да, петелечек. Связать всего 3 раппорта. Так, ну и давайте приступим к вязанию. Первый ряд. Итак, первый ряд, значит, розовая ниточка у нас. Сменили синюю нить на розовую. Вяжем. Первая кромочная, затем идет лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это было 5 петель перед раппортом. Теперь вяжем раппорт узора. 10 петель. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я вот так этот элемент вяжу. У меня вторая петля поверх первой накидывается, и я вот так 2 вместе лицевой вяжу. Затем 2 лицевые, накид, по центру лицевая. Так, нет, не по центру, просто лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали 1 раппорт. Следом я вяжу второй, точно так же, 1 в 1. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2, затем идет 2 лицевые, накид, лицевая, накид, снова 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт связали. Те, кто со мной вяжет то же количество петель, вяжем 3-й раппорт. Те, кто не вяжем, ждем. Сейчас я покажу, как 5 крайних петель, 6 вернее, крайних вязать петель. Опять изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот сейчас 6 петель у нас за раппортом. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. Второй ряд и все четные ряды вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Итак, у нас с вами 3-й ряд вяжем 5 петель перед раппортом. Первая кромочная, вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем начинается раппорт на 10 петлях. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. За раппортом
у нас 6 петель. Вяжем изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд вяжем 5 петель перед раппортом, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем раппорт узора на 10 петлях. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора, повторяем раппорт. За раппортом у нас 6 вяжется петель. Вяжем их узор. Значит, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевые. Кромочная вяжем изнаночную. Так, связали, да? Отлично. Переворачиваем вязание, 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й у нас с вами ряд, 5 петель перед раппортом вяжем. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Далее вяжем раппорт на 10 петлях. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора, повторяем точно такой же раппорт. 6 петель вяжем за раппортом. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Отлично. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 9-й ряд вяжем 5 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали. Теперь начинаем вязать раппорт. Изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Теперь, девочки, вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Смотрите, 1 и 2 петельки надо поменять местами, так, чтобы первая была за работой, а вторая поверх нее вот так накинулась. И все 3 вместе провяжем одной лицевой петлей. Делаем накид и 3 лицевые. Это был раппорт узора. Повторяем еще раппорт такой. За раппортом 6 петель вяжем. Изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная вяжем изнаночная. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд у нас с вами. Вяжем первая петля. Так, у нас 5 петель, как всегда, перед раппортом. Итак, вяжем первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Связали. Теперь вяжем раппорт узора. Начинаем. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Первая петля лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Кромочную вяжем тоже изнаночной. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд, 5 петель вяжем перед раппортом. Так, у нас первая идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
лицевая, накид, лицевая. Связали 5 петель. Теперь вяжем раппорт узора. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. И за раппортом вяжем 6 петель для симметрии. Это 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Связали. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 у нас с вами ряд. Итак, вяжем с вами 5 петель перед раппортом. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые. Далее вяжем 10 петель раппорт. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. За раппортом у нас с вами вяжем 6 петель. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и кромочная изнаночная. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 у нас с вами ряд. 5 петель вяжем перед раппортом. Первая идет изнаночная, 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. Начинаем вязать раппорт. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, снова 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. За раппортом у нас 6 петель вяжем. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная и кромочная тоже изнаночная. Так, 18 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 19 ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. Изнаночная, 3 лицевые, накид. И вяжем раппорт узора. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые, вторые петельки меняю местами, вторая поверх первой. Провязываю 3 вместе лицевой, накид. Затем 3 лицевые, изнаночная, снова 3 лицевые, накид. Связали раппорт. Повторяем раппорт. Вяжем 6 петель за раппортом. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые, изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Так, связали. Смотрите, 20 ряд вяжем, как смотрят петли. И, собственно, на этом раппорт узора розового полностью все 20 рядов будут связаны. И повтор идет, значит, тут повтора нет. Если вы будете вязать этот узор в каком-то другом изделии, то с первого ряда повтор будет у вас идти. Вот. А у нас полосочками, розовая полосочка, это 20 рядов как раз. Вот мы с вами их связали. Так, и переходим мы с вами, даже это в бирюзовой пряже, конечно же, а не салатовая, я неправильно ее назвала. Переходим на лицевую гладь, очень просто, да, просто, значит, первая петля у нас, давайте ее провяжем, и вяжем все петли лицевые, потом все петли будут изнаночные во втором ряду, потом опять все петли лицевые, в четвертом изнаночные, и так высоту вяжем. Так, я ведь уже
ошибаться начала. Так, в общем, все петли вяжем лицевые, второй ряд изнаночный и вяжем так на нужную нам высоту. Но в образце я свяжу столько же, чтобы было симметрично, как вот синенький начало. А затем, девочки, когда мы все это с вами свяжем, надо будет нам сделать влажную тепловую обработку, чтобы посчитать петельки. Плотность будем считать по вертикали и по горизонтали. Продолжаем. Делаем влажную тепловую обработку образца. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем его в разные стороны, очень энергично. Вверх, вниз, влево, вправо. Он влажный, очень податливый. Так, потянули. Теперь обращаем внимание на край, потому что кромочные у нас тоже будут участвовать в расчете. Край отпариваем. Можно еще разочек контрольный потянуть и все это дело вот так оставить сохнуть. Расправляем его и оставляем. Измеряем давайте с вами ширину. Так, вот 21 сантиметр у меня получилось. Мы набирали 43 петли, у меня участвовало, и потеряно 21 сантиметр. Получилась плотность ровно 2. Надо записать, что в 1 сантиметре 2 петли. Так, следующее. Давайте померяем высоту нашего розового связанного раппорта. Так. Ну, в общем-то, получается 9 сантиметров, и это 20 рядов. Делим 20 на 9. Получаем плотность по вертикали 2,2. Запишем. В 1 сантиметре 2,2 ряда. Можно посчитать вместе с лицевой гладью, то есть не только ажурный узор, но и лицевую гладь, и более точно померить, сколько получается здесь плотность вместе с учетом лицевой глади, да? Ну, а можно как я. Итак, у меня в целом образец 36 рядов содержит, 20 рядов у меня розовых и по 8 рядов синего и бирюзового. И я посчитала, получается 16 и 20, 36 рядов, да? И давайте замерим, ну, сейчас проверим просто этот эксперимент, доведем до конца. Смотрите, получается, ну, в общем-то, где-то 15, ну, почти 16, чуть-чуть не хватает до 16, да, и 36 рядов поделим, ну, пусть на 16, там 15 чем-то было. Вот такая плотность, 2,25. Ну, мы так и записали. Давайте поточнее 2,25 так и напишем. Я думаю, что это будет точнее. Не просто 2,2, а 2,25 пусть будет ряда. Так, все, теперь нам понадобится выкройка. Так, у нас с вами вот такая будет, девочки, выкройка. Смотрите, да? И что здесь у нас интересного? Выкройка очень простая. Интересная у нас здесь только скос вот этот вот плеча и все. Давайте сразу определим, сколько петелечек у нас набираться будет на тот или иной размер. Я уже называла, да, какие у нас будут участвовать размеры. Это 44, 46, 48, 52 и 54, 56. Да? И вот наши мерочки стоят. 44, 46
51 сантиметр ширина спинки переда. 48-52, вот видите, так я взяла, да, получается 56,5. И здесь будет 61,5. Просто сантиметр половинчатый не получается так поставить. На самом деле вот такие мерки. И смотрите, что у нас с вами получается. Значит, мы с вами будем начинать с планки вязать резиночкой 2 на 2. И затем переходим на лицевую гладь и последовательно вяжем, чередуя наши полосы. Да? Сколько полос вязать рядов каждой полосой, я буду рассказывать. Все это будет изложено под видео в описании, в той инструкции. А здесь я кратко расскажу, откуда взялись у нас петельки, как я расположила раппорты узора. Смотрите, первый размер 51 сантиметр, ширина, умножаю на нашу плотность. По горизонтали это циферка 2. Помните, да? Вот мы с вами писали 2. Вот. Так, и 2 получаем 51 сантиметр умножить на 2, это будет 102 петли. Нам надо 103 петли. Объясняю почему. Помните, да? Схема вязания раппорт 10 петель. Один раппорт делим пополам. С вами один крайне правый, другой для симметрии крайне левый. Получается половинки. И одна петля для симметрии. И плюс 2 кромочные мы вязали. Помните? Так, поэтому... Исходя из этого, у нас получается, надо добавить еще одну петлю для симметрии. То есть, смотрите, что получается. 10 раппортов по 10 петель, 2 петли для симметрии и не хватает одной петли. Получим 103 петли, которые нам необходимы. Вот, я написала 103 петли. Первый размер 44-46. Ну, а далее просто прибавляем по раппорту. По 10 петель. Для размера 48-52 с шириной спинки 56,5 сантиметров мы будем набирать 113 петель. И для размера 54-56 с шириной спинки 61,5 сантиметр будем набирать 123 петли. Все так же я умножал 61,5, вот вам показываю, умножить на плотность 2. Получаю 123 петли. Расположение узоров будет следующее. Смотрите. Предположим, у нас с вами первый размер 10 раппортов, я вам сказала, да? Смотрите, как будем вязать. 5 петель у нас будет перед раппортом, 9 петель, 9 раппортов целых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раппортов по центру. В каждом раппорте 10 петель, как мы и вязали с вами. И за раппортом у нас будет 6 петель, как мы и вязали с вами. Смотрите, вот наши 10 петель. Вот так у нас будет с вами распределяться узор. 10 раппортов всего, но 10-й раппорт делим пополам. 5 петель в начале вязания, 6 петель крайне левые у нас получается. По центру 9 раппортов по 10 петель. Для второго размера у нас будет то же самое картина, только в центре будет у нас не 9 раппортов, а 10. И для третьего размера их будет 11 по центру и 12 раппорт вот так по бокам будет. Соответственно, у нас еще одна кромочная справа берется и одна кромочная слева. Вот таким образом схематично выглядит расположение узоров. Так, последовательность полос, как я уже сказала, будет изложена под видео, девочки. Там идет синий, потом розовый, потом бирюзовый, потом снова розовый. В общем, не буду я сейчас в это вдаваться, все прочитайте под видео. Нас интересуют петли и как их считать. Значит, вырез горловины. На все размеры стоит мерочка 28 сантиметров. Вырез горловины. Предлагаю вам сделать вот таким образом. 28 на первый размер умножить на плотность 2, это 56 будет петель.
но у нас с вами участвует нечетное количество петель 103, да, поэтому давайте возьмем 55, чтобы тоже было нечетное число. 55 петель у нас на первый размер, потом я пошире взяла 57 на второй размер и 59 на самый большой 54-56 размер петель. И все, что осталось, остается петли плеч, как я их считала. Я из общего количества петель, вот предположим, первый размер 103, отнимала вырез горловины 55, и все, что оставалось, делила пополам. Показываю. 103 петли отнять вырез горловины 55 петель, получаем 48 петель на 2 плеча. Делим на 2 плеча, каждое плечо у нас 24 петли. Итак, у меня получилось для других размеров. Значит, для второго 28 петель плечо, для третьего 32. Так, и что касается скоса. Смотрите, здесь сейчас будем понятие вводить. Вертикальная плотность, высота скоса 5,5 сантиметров на выкройке, на все размеры. Переводим их в ряды сразу. У нас с вами плотность по вертикали была в 1 сантиметре 2,25 ряда. Поэтому мы с вами вот эти 5,5 сантиметров скоса высоту умножаем на плотность по вертикали 2,25. Вот, будет 12 рядов. Это должно быть всегда четное число. 12 рядов. Высота скоса 12 рядов. Мы знаем, что нам надо на 12 рядов планомерно сократить, закрыть петли плеч. Как это сделать? Равномерно, чтобы было. Ну, предлагаю в каждом втором ряду делать убавки по плечу, по скосу. И сразу у нас получается 6 убавок. То есть мы 12 делим на 2, да, 6 убавок будет. То есть вот эти 24 петли поделить на 6, получится по 4 петли, да, 6 раз убавляем. Это первый размер. Вот здесь будет немножко по-другому. Здесь у нас один раз убавится 3 петли и 5 раз по 5. То есть всего 6 раз, да. И третий размер. Первый раз мы убавим 7 петельчик, а остальные 5 раз тоже по 5. То есть, смотрите, первый раз мы убавили 7 петелечек, и осталось еще у нас 25 петель, и 5 раз убавить, да? По 5, 25 на 5 будет 5 петелечек. Вот так легко мы посчитали с вами скос. Любой размер на выкройке в вертикальном положении переводится в ряды. Предположим, показываю вам, после планки до скоса, до проймы стоит мерочка 28 сантиметров. 64 ряда у меня, видите, стоит равно 64. Почему 64? Объясняю. 28 я умножу на плотность по вертикали 2,25. Ну, 63, я сказала, четное должно быть число, поэтому 64 я написала рядом. Так. И любой также размер, вот смотрите, здесь у меня от планки до выреза горловины, то есть до конца, где мы закрываем петли, стоит мерочка. Первый размер 53 сантиметра, 55, 57, да. И я уже все это перевела в ряды. 120, 124 ряда, 128 рядов, тоже с помощью этой плотности, как я вам показывала, умножала на плотность. Теперь рукав. У рукава также с планки начинаем вязание резинкой 2 на 2, затем переходим с вами на ажурный узор. Сразу у нас рукав вяжется розовой пряжей, и на ажурный узор, конечно же, у нас тоже нужно, чтобы раппорты красиво легли. Поэтому 73 петли у нас будет, 83, 93. Тоже по плотности определяла. Вот первый размер стоит 19,5. Умножаем его на 2, это половинчатый размер. То есть 39 сантиметров у нас ширина рукава на первый размер. Умножая на плотность 2 по горизонтали, 78 петель. Очень много, очень много. На резинку будет 72. И далее ажурный узор 73 петли, считаю, это нормально. Такой широкий рукав, ну, для маленький такой размер, не считаю, что это правильно.
Так, ну и, соответственно, расположение узоров тоже 7 раппортов, 8 раппортов, третий размер 9 раппортов, да. Вот, никакого скоса у рукава не делается, он вяжется прямо абсолютно, и через 13,5 сантиметров от планки все петли закрываются. 13,5 также переводим в ряды, то есть будем вязать 13,5 на плотность 2,25 по вертикали, это будет 30 рядов. Все, мои хорошие, обязательно помните о том, что мы вяжем не сантиметрами, измеряя наше вязаное полотно, а рядами считаем. Это очень легко в раппорте перевести. Вот у нас 30 рядов, и у нас с вами раппорт 20 рядов составляет. Да? Мы просто с вами вяжем целый раппорт и еще 10 рядов. Раппортами очень легко считать, вот этими вот по схеме. Так. С этим тоже я вам рассказала. Ну а все остальное, все более вот эти детальные расположения полос, чередование их, да, что откуда я вам рассказала, взялось, а вот эти все последовательности инструкции, последовательность ваших действий подробно в инструкции написано под видео. Читайте, девочки, на все размеры, там все описано в свободном доступе. Я все это составила и выложила. Так, я желаю вам удачи. Надеюсь, что это несложный джемпер. Я его даже могу рекомендовать девочкам, имеющим небольшой опыт вязания, потому что вещь красиво смотрится, и сами видели, узор несложный. Так, вообще очень много лицевой глади, да, у нас используется в этом джемпере. Поэтому считаю узор несложный, модель несложная. И я думаю, что любая вязальщица с такой моделью справится. До новых встреч, мои хорошие!